Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что присоединяетесь этим вечером к нашему прямому эфиру. Яков Кедми на связи прямо сейчас. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что уже поставили лайк и уже активно участвуете в нашем таком финальном спорте ответов на ваши вопросы. Это будет в конце программы, посмотрите до конца этот эфир. Конечно, оставляйте свои вопросы в сообществе YouTube. Анонс нашей встречи. Традиционно принимаем там вопросы заблаговременно. Онлайн, вживую, в чате трансляции тоже в самом финале. Ну и, конечно, заблаговременно в клубе зрителей «Шелест» в телеграм-канале. И, естественно, да, если у вас есть возможность и работают сервисы сейчас вообще никакие не работают, так нельзя универсально никакой найти. Это QR-код, который видите на экране, можно прямо на экране чего-то написать и канал поддержать. Ну вот такие правила, все как всегда, все неизменно. И начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира, он звучит следующим образом. Чем закончится перемирие с Ираном? Варианты ответов. Сорвется окончательно, уже оно сорвано. То есть мы видим, что Иран заявляет об атаках, говорит, мы выйдем из перемирия. Ну, вроде как держится, хлипенько, но держится. Поэтому вариант для выбора есть. Или сорвется, уже сорвано, срывается, как хотите. Следующий вариант. Закончится 2 недели и потом снова в бой. Продлят разок или другой, то есть это все будет продлеваться, это все будет, скажем так, не без провокаций, но режим перемирия сохранится надолго. Ну или 2 недели пройдут, и вот эти 2 недели перерастут в какой-то устойчивый, более-менее полноценный мир. Давайте с этого начнем, потому что это топ-тема вообще мировых СМИ, как вы воспринимаете эти события. И вообще, если честно, то я вот попалась мне информация, хотел с вами тоже сразу же обсудить, а вот эти Б-52, которые летели вчера, их показали по всем средствам массовой информации вообще мира, вроде как подтверждается, что там как раз-таки тактическое ядерное было, но их развернули. То есть все было вчера очень и очень серьезно. Как ответили бы на вопрос и как думаете, какая судьба у этого перемирия? Ну, я начну с этого вопроса. Только люди умственно отсталые, абсолютные невежды, которые ничего не понимают, ни в военных, ни в делах, могут решить, что Соединенные Штаты хотели бомбить Иран самолетами Б-52 с ядерным оружием. Ну, у них серое вещество в голове, я не могу назвать это мозгами. Оно вообще-то хоть немножко работает. Во-первых, зачем Соединенным Штатам нужно применять оружие против Ирана? Ядерное. Какие цели для ядерного оружия есть на территории Ирана? Эти люди вообще не понимают, когда и как применяется ядерное оружие. Во-вторых, а зачем Б-52? Количество зарядов, которые берет бомб, в том числе ядерных, с ядерными боеголовками, тактических, не стратегических. Зачем Б-52? А что? F-35 не может это сделать? F-15 не может это сделать? F-16 не может это сделать? Зачем гнать Б-52 полмира? Какое? У Б-52 нет никакого преимущества перед этими самолетами. Кроме большого радиуса действия. Так у них достаточно самолетов. И любой, маломальски грамотный человек знает, авианосцы, которые стоят. В каждом авианосце есть ядерное оружие. В каждом. Не только ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, но не только. И подводные лодки, которые там крутятся, у них тоже есть ракеты с ядерным оружием. Так если у них они дошли до такой глупости, да, американцы будут бомбить ядерным оружием. Так зачем Б-52? Ну, так а зачем он летал вчера? Из Великобритании в сторону Б-52 Ближнего первый раз Востока? летели на Иран. По-моему, было 5-6 атак Б-52. С обычными бомбами. С бункеропробивающими бомбами. Этот самолет очень медленный. И я могу понять, я могу представить, что самолеты поднялись на случай, если в 3 часа ночи Трамп решит бомбить. И к 3 часам ночи они бы вышли на цель. И все. Но ядерного оружия нету. В Иране целей для ядерного оружия тактического.
любой вид оружия, в том числе ядерный, его применяют для каких-то определенных задач, которые ставят. И ни для чего другого. Нет ни одной уничтожить промышленность Ирана не нужно ядерное оружие. Уничтожить электросистему Ирана, систему электроснабжения не нужно ядерное оружие. Даже когда американцы бомбили на самолете Б-2 подземный на глубине 100 метров в скалах 3 ядерных объекта, на которых производили, должны были обогащать уран до ядерного, до оружейного урана, они не применили ядерное оружие. Каждый получил 6 бомб, каждая глубиной 30 метров пробивает, одна за другой, и все. Хотя да, в этом случае, может быть, надо было ядерное оружие. Но они обошлись без этого. Новые, не новые, но в скалах, где хранятся баллистические ракеты. На глубине сотен метров в Иране. И это скалистая порода, то есть это не взять никакой бомбы. Там можно применять ядерное оружие, то есть виды ядерных тактических зарядов, которые проникают на глубину тоже 30-40 метров. А там происходит подземный ядерный взрыв, который все обрушил. А почему тогда вы отвергаете и называете безумными и умалишенными людей, которые говорят, что Трамп Но вполне нету себе мог... таких целей сегодня для американцев. Нет, стойте. Иран же говорит, что 135 тысяч у них, или сколько там тысяч этих зарядов, да, ну, боеголовок, 45 тысяч, 13 тысяч баллистических, 45 тысяч шахедов, дронов, то есть они же сами заявляют, что у нас много всего. Ну, вы сказки «Тысяча одной ночи» читали? То же самое. Нету такого количества зарядов. И никто в мире, опять-таки, кроме этих пустоголовых, не слушает, что говорят иранцы в своей истерике бахвальства. Есть другие методы определить, сколько ракет есть. И сколько есть беспилотников. Не заявления для своей публики пропагандистские не являются никогда базой для принятия решений. Тем более в этом случае. То есть нет у них 45 тысяч баллистических ракет. Они думали, они надеялись после прошлой войны 12-дневной, у них была программа произвести и довести количество баллистических ракет до 10 тысяч. Они ее начали выполнять, они ее не закончили. Сейчас у них, я допускаю, есть от 3 до 5 тысяч баллистических ракет, тех, которые были, часть, которые хранятся в хранилищах, о которых я говорю. Ну так что? Кому это мешает? Перемирие. Баллистические ракеты Ирана, которые они запускали. Перемирие. Какие баллистические ракеты? Какое у вас количество баллистических ракет, это никого не интересует. Сколько вы можете запустить? А можете запустить только, сколько у вас есть пусковых установок. Больше невозможно. Но Иран сегодня запускал по нам последние недели по 5-7 ракет, 10 ракет, самое большое в день. Они нанесли ущерб. Они что-то поменяли. Они повлияли на наши атаки на Иран. Нет. Да, это неприятно. Это когда ночью будет население. Да, если ракеты, осколки падают, можно разрушить один дом, 25 домов было повреждено. 20 Яков человек Иосифович, погибло. при всем уважении. Это не проблема, Смотрите, из-за при всем которой уважении, применяют но оружие. можно сейчас, вот по факту этого перемирия, вы очень верно сказали, что не надо слушать там одну сторону. Давайте не будем слушать Америку. Давайте не будем. Хексита не будем слушать. Они выходили, говорили о том, что Иран на коленях, умолял, вот это все. Но
Напрямую с ним, с США, с Ираном не говорили, говорили через Пакистан. Это раз. Во-вторых, ровно так же, как вы говорите, что никакого ущерба не нанесено по Израилю, можно сказать, а какой ущерб нанесли по Ирану? Да, флот, окей, ну флот это жертва, хорошо. А вот с точки зрения того, что они могут остановиться, быть обезоружены, если есть обезоруживающий удар по Ирану, то зачем Трамп с ними хочет вместе брать денежку за Ормузский пролив? Почему они сейчас работают над снятием санкций с Ирана? То есть, понимаете, тут тоже очень такая интересная история. Кто победил, а кто остался неудел. Во-первых, это другой вопрос. Во-вторых, по отношению к тому, что вы сказали. А чем Иран пострадал? Вы знаете, какой объем ущерба экономического Ирана за эту войну? $1 триллион. Это промышленность, это военная промышленность. Это весь флот. Это вся система противовоздушной обороны. Это все ВВС. Это около 100 руководителей иранской армии и КСИРа. Это то, что перед чем стоял Иран. Уничтожение всей энергосистемы, обесточивание страны. Обезвоженные страны, потому что Трамп это сказал. Когда я это говорил год-два назад, это не важно. А вот Трамп сказал, мы уничтожим их систему водоснабжения. И это никто, иранская армия, не в состоянии помешать было этим действиям. Полное господство в воздухе. Ирану понадобятся годы и огромные суммы, чтобы залечить эти раны. А если бы не было сейчас перемирия, то положение было бы катастрофическое. Это не для красного словца, что сказал Трамп, и не только он. Без электричества, без инфраструктуры дорог, разрушенные все мосты, без промышленности, без нефти и газа добывающей промышленности. В каком веке будет тогда Иран? В каком тысячелетии? Страна, где нет ничего. Да, КСИР с автоматами. И молиться они могут сколько угодно. А, извините за выражение, жрать что они будут? Чем они население кормить будут? Откуда у них деньги будут? Они смогут посеять что-нибудь? Хоть одна машина будет двигаться в Иране, когда там нет топлива и нет электричества. И Трамп сказал, еще одна система, которую он хотел уничтожить, и начал. Вся система железных дорог. Она не такая развитая. То есть это не просто что. Вот что сказал тот или иной американский политик. Американские политики не отличаются от других политиков в мире. Они говорят то, что выгодно. Но за этим стоят реальные факты. А реальные факты, что ущерб и способность Ирана функционировать как государство потерпел огромный ущерб и стояла перед уничтожением. Вот это основное. Американцы от этого не пострадали. Что американцам сделали иранцы? Да ничего. Судьба баз. А? Смотрите, судьба баз, судьба, собственно, баз, базы. Не понял. Базы в порядке американские на Конечно, в порядке. База в порядке, база функционирует. То, что на той или другой базе нанесет какой-то ущерб, базы все функционируют. Все функционируют. Только баллистическими ракетами, выпускаемыми 10, 20, 30 в сутки. Из них примерно 80-90% не попадают в цель. Реального ущерба иранские ракеты не нанесли никому. Ни Израилю, ни княжествам залива, которые получили больше всего ракет, ни Катару. Да, был ущерб. А чего ж такая цена на нефть? Подождите, он не такой большой. Яков Иосифович, давайте смотреть реально на вещи. Разрушены газовые заводы в заливе. Я просто хотел спросить. Какие газовые заводы? Подождите, в Катаре, в Бахрейне. Послушайте, газодобывающая и обрабатывающая промышленность в заливе работает? Работает.
А ущерб какой? А цена почему такая? Нет, Нет, ну стойте. работает, она продолжает работать. То, что 5-10% на время было повреждено, это не мешает ничего. Это не делает погоды. Это можно только для своего народа, быдла, чтобы поднять его дух. Сказали, вот мы попали в этот завод. Вот помните на прошлой передаче? Вы мне сказали, вот иранцы сообщили, что они повредили израильскую тепловую электростанцию. Я сказал, я ничего не знаю. Через 2 часа показали у нас по телевизору. Я видел это, я знаю это место. Осколок ракеты упал в километре от этой электростанции. Там даже никто не знал о том, что он упал. Но они повредили. И вы совершенно чистыми намерениями, вы это слушаете? Ну, я-то видел, я там десятки раз бывал в этом месте. Все эти сообщения, их озвучивают? Это внимательно надо слушать. Иранские ракеты атаковали. А сколько из этой атаки достигло цели? Понятно, А смотрите. какой ущерб был? Но все Почему? кричат, мы атаковали. Ну так вы атаковали. Смотрите, почему тогда Израиль срывает перемирие конкретно вот этими ударами? Почему Израиль и власть, и оппозиция против того, что произошло прошлой ночью? Раз всех уже победили, иранцев разбомбили, и, в общем-то, им еще готовы по одному там, доллару за баррель платить в хребте деньги. И Трамп к ним как бы тянется и договаривается о снятии санкций. Почему тогда так? То есть почему? Тогда вопрос надо ставить правильно. А почему пошли обе стороны на это соглашение? Что их заставило? Кто отказался от своего упорства и то, что он не хотел принимать раньше? Иран, не американцы. Американцы ни одного пункта не отменили. Иран. Кто стоял за Ираном? Кто вел переговоры? Пакистан. И китайские посредники. Это Китай вел переговоры об Иране. Это китайская проблема. Вот Китаю экономический крах Ирана не подходит. А что будет после заключения этого перемирия или когда оно будет продолжаться? Оно будет продолжаться, вы спросили вначале, оно будет. А что, какое будет серьезнейшее событие в мировой дипломатии? Трамп в Бейджине. Игра-то идет совершенно другими количествами. И поэтому единственная страна, которая может нажать на Иран, это Китайская Народная Республика. Кто заставил и кто привел к дипломатическим отношениям Ирана и Саудовской Аравии? И где оно было подписано? Китайцы. То есть, если вы спрашиваете, а почему пошли на это соглашение? Потому что оно нужно Китаю. А не потому, что какие-то ракеты куда-то упали. И Китай, в отличие от других, и надо понимать, то, что говорят пропагандисты, какую лапшу они вешают на своему народу на уши. А что они реально думают, это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Китайские специалисты, они профессиональные. Они отлично знали, они отлично поняли, что будет, если не будет этого соглашения через 24 часа с Ираном. А их это не устраивало. А у Ирана выхода не было. И у него нет выхода. Армузский залив, кому он мешает? То, что он блокирован. Кто от него страдает? Россия? Нет. Соединенные Штаты? Да им наплевать вообще на это. Европа страдает и Китай. Хотя китайские корабли могли идти. Они их пропускали. Но из-за этого, чтобы его открыть, не нужно никакого соглашения.
Американцы могли его совершенно спокойно открыть, военные силы, в течение 3 суток. Это операция сложная, но для сегодняшней американской армии то, что есть, это не проблема. Иран не в состоянии защитить ни 1 метра своей территории. Единственное, что он способен, выпускать ракеты. И то количество ракет, которые он выпускает, за 3 месяца не нанесло никакого серьезного ущерба. Соединенным Штатам точно. А кто давил на Соединенные Штаты продолжать? И кто? Я не знаю, выразили они, в отличие от Саудовской Аравии и Катара, удовлетворение мирным соглашением. Княжество залили. Конечно, Эмираты сказали, мы победили. Я говорю, я опять-таки, Нет, если серьезно вы смотреть, ответите на вопрос, почему Израиль срывает вот это хлипкое а перемирие Израиль сейчас? ничего не сорвал. Где он срывает? Ну, смотрите, вчера, во Израиль не время, сделал... подождите, во время, скажем так, вот этой, ну, это ночь была, да, ночь, судная ночь, все следили, как там переговоры, пакистанцы, кто что говорит, кто что пишет в соцсетях, без соцсетей, сообщают. И там четкое было условие, что это перемирие и договоренность, она касается не только вот Ирана, да, а и иранских прокси, Хизбаллы и хуситов. Но мы видим, что на следующий день, вот сегодня, Израиль хорошенько так приложился. 100 целей по Бейруту выпустили. И, в общем, ну, как это трактовать? Плюс, конечно, вот эта сегодняшняя атака. Одни просто источники пишут, что это, ну, как бы израильско-соединенная, ну, Израиль-США. Другие говорят, что это Израиль ударил по НПЗ сегодня уже на юге Ирана. Вот просто интересна мотивация. Почему? Во-первых, то, что Израиль не хотел этого перемирия, это факт. Исходя из понимания нашей власти и большинства народа, какие национальные интересы, мы были за удар Трампа в 3 часа ночи. Да, даже таймер пускали на телевидении, сколько А? осталось до ударов. Что? Пускали таймер на телевидении, сколько осталось до удара. Обратный отсчет. Это трюки, это журналистские трюки. Не в этом проблема. Израиль хотел, чтобы военные действия продолжались. А Соединенные Штаты не хотели. И мы не влияем на этот вопрос. Мы не можем влиять. В соглашении по разночтениям, которые говорят, да, что-то говорится насчет прекращения действий в Ливане. А я скажу, что произошло. Я знаю свою армию, я знаю свою страну. Когда прекратились наши атаки на Иран, а до этого большая часть авиации работала по Ирану, у нас решили, давайте вдарим сейчас всей мощью, которую мы не могли раньше, по Хезболле, потому что завтра мы не уверены, что мы это сможем сделать. Так а сегодня почему Я Израиль говорю, это может? поэтому сегодня и ударили. Смотрите, тут сейчас очень серьезно разворачивать. Мы в прямом эфире, и это здорово, что мы как бы следим и ориентируемся вообще, как происходит, что происходит. Значит, из самого свежего, вот только что сообщили, что в нескольких местах на Ближнем Востоке зафиксировано нарушение перемирия. Это так общо говорит премьер Пакистана Шариф. Он говорит о том, что, ну, понятно, и Иран бил, и по Ирану били. Но очень интересное сообщение, надо проверить, вот прямо сейчас тоже приходит, что остановил проход судов через Ормузский пролив Иран после атак Израиля на Ливан. Тегеран официально обвинил Израиль в нарушении перемирия, пригрозил ответом, выходом из соглашения. Ну, в общем, как бы ситуация складывается очень и очень на тоненькую. Так а в чем, ну, как себя дальше будет вести Израиль? Как бы вы находясь внутри, Израиль будет вести себя спрогнозировали? так, как скажут Соединенные Штаты. Я еще раз говорю, если вы внимательно слушали, что я сказал. Наше военное, политическое и командование ВВС сказали, у нас сейчас освободились самолеты, давайте по ним ударим сегодня, потому что завтра мы не сможем, американцы не дадут. Я очень четко выражаю свои мысли. И я знаю. И я уже видел не раз и не два перемирие после военных действий. Как это было на моих глазах.
Я знаю, что было после. Не было ни одного перемирия ни с Сирией, ни с Египтом. Чтобы перестрелки не продолжались потом еще два дня. То тут, то там. Народ нервный. Или специально. Или кто-то из генералов говорит, начни перестрелку, разогрей что-то. Или чисто военные, давайте отхватим еще две сопки, у нас будут лучшие позиции. Не понимаю, что это не имеет никакого значения с глобальной точки зрения. Плюс-минус 100 метров. То есть то, что сделано сейчас в атаке на Ливан, это последняя вопль, исходя из ошибочного, глупого, примитивного, традиционного размышления. Вот у нас есть возможность, давайте дадим сейчас удар, который никогда не был, который равняется пяти или 7 ударов, которые мы могли дать раньше, но самолеты были заняты в Иране. Но Израиль ничего не сможет сделать против воли Соединенных Штатов. А я еще раз повторяю, соглашение о перемирии – это соглашение между Китаем и Соединенными Штатами. Это их глобальные интересы. И никто не поставит свои глобальные интересы в зависимости от какого-то политика, отморозка в той или другой стране. Поэтому то, что мы сделали, я не считаю, что это принесет какую-то военную пользу. Это выпустить пар, это сыграть на общественном мнении. Или просто я вот покажу, какой я сильный. Или по принципу, в России его знают, мы бы им дали, если бы они нас догнали. Глупость. Но это не первая глупость. Я, к сожалению, могу сказать, не последняя глупость, которую сделало мое правительство и сделает. Но по отношению к этому соглашению оно будет. Оно будет 2 недели. Оно будет и месяц. Точно она будет, пока не пройдет встреча в Пекине. А после такого, после этой встречи, никто не может пойти против 2 мировых держав. Одна называется Китай, а вторая Соединенные Штаты. Никто. Тем более никто у нас в Израиле. Мы в этой войне хорошо поработали наши ВВС, хорошо поработала разведка. Эту войну вели Соединенные Штаты. Это их война. Это их цели. Они ее вели так, как они считали нужным, исходя из своих интересов, не исходя из наших. Если бы было из наших, она вышла совершенно по-другому. Но мы не в состоянии вести такую войну против Ирана, потому что количество запчастей и количество амуниции, которые необходимы для этого, оно даже для Соединенных Штатов довольно серьезно. И не только для Израиля. Поэтому, да, хорошо, все выслушали, что сказали американцы. Да, Израиль хотел продолжения войны. Ну, и дальше что? Ну, мы много чего хотим. Шансов нет и не будет. Я бы хотел, чтобы вы общественно-политическое измерение и последствия проанализировали, так немножко закругляя эту тему. Конечно, мы будем следить за всеми сообщениями, сорвется, не сорвется. Голосуйте, друзья, в вопросе, и будем переходить на другие темы. Но я хочу резюме определенное от вас услышать. Сейчас ходит интересная информация в американской прессе о том, что там провели быстренько опрос на фоне вот этих всех событий. У американцев это быстро, и, в принципе, плюс-минус можно верить. Это не украинские соцопросы, что 60% американцев как бы очень и очень плохо по итогам или в процессе вот этих событий на Ближнем Востоке относятся к Израилю. Израильское лобби сильно в Америке как никогда, но ножку этого стула вот эти события подпилили. Причем делают ветер бывшие друзья Трампа, которых он повыгонял или которых отлучил от двора, да, там, которые его ярые сторонники МАГА. Ну и, конечно, действительно, атака со стороны демократов на самого Трампа подразумевает того, что вот смотрите,
и тоже негативное отношение к Израилю, мол, это он подбил на эти все события. Два вопроса. Что это будет означать на перспективу общественно-политическую? И вопрос ребром. Ну, так вчера все слышали, как кричали про 25-ю поправку? Импичмент, про то, что Трамп неадекватен, а вот Венс красавчик поехал, договорился, ну или через него договаривались. Есть ли угроза для Трампа после этих событий и вот такого удара по израильскому лобби и репутации Израиля внутри Америки? Это два разных понятия. Процессы, которые идут в американском обществе. И политические, и социальные, и демографические, не в пользу Израиля. Это объективный факт. Не важно, что мы будем делать. А у Обамы были хорошие отношения с нами. А у Картера были хорошие отношения с нами. Нет, это началось давно. Я вам расскажу секрет, о котором никто не знает, потому что пропагандисты замолчали мозги. Американский State Department, американская армия, Пентагон были против создания государства. Маршалл, который был председателем State Department, сказал представителям еврейского агентства перед этим: не вздумайте провозглашать государство. Это не в наших интересах. А если вы провозгласите, на вас атакуют арабские армии, и вы проиграете. А мы вас спасать не придем. И что? И что? До 1967 года Соединенные Штаты не поставляли нам ни одного патрона. Никакого оружия. Не то, что не поставляли, не продавали за наши деньги. Не то, что сегодня. Поэтому я всегда был против того, что страна входит в зависимость от других стран. И не важно, какая страна называется. Франция. Мы получили такую пощечину от Де-Голля перед шестидневной войной. Ну, так хорошо, мы справились. И без французской помощи. Не помощь мы хотели, мы просто... Он дан... Даже самолеты, которые мы оплатили, он не дал нам получить. Поэтому процесс, который идет сегодня в Соединенных Штатах, он естественный. До 1982 года не было демонстраций против Израиля в мире. Я не говорю, когда, как было написано, как мать говорю вам и как женщина насчет израильской войны. Но в мире не было. Когда были первые демонстрации против Израиля в Европе вдруг? Когда Арик Шарон начал бомбить Бейрут. Так сейчас бомбит Тогда, Нетаньяху. Вот я говорю, сегодня. вот тогда в Европе вышли на улицы. А до этого не было. В 1967 году вся Европа была за Израиль. То есть тут, я должен сказать, очень часто, кроме естественных процессов в стране, непродуманные, безответственные действия наших властей. И в 1982 году, в Первой Ливанской войне. И можно целый список до сегодняшнего дня приводит к тому, что в других странах реакция отрицательная. Это процесс. Я вам скажу хуже и больше того, что вы сказали. В американской молодежи большинство против Израиля. Вот это действительно так. Это действительно проблема. Потому что завтра они будут у власти. То есть мы должны из заботы о нашей стране принять два действия. Первое. Ликвидировать ту зависимость, которая у нас есть от других стран. И это в наших силах. Это в наших силах. Вы знаете, какой ВВП в Израиле? 600 миллиардов долларов. 600 миллиардов долларов. Больше, чем в Иране, больше, чем у многих стран, больше, чем в Турции. Всего 10 миллионов человек без природных богатств, без всего. Это то, что мы сделали. То есть мы можем быть независимы. До 1974 года мы не были зависимы от американского оружия. И мы делали
Мы делали ракетоносцы, мы делали танки. Мы сделали самолет, который нас заставили американцы, проектировали. Прекратить его производство. Сейчас вы можете видеть этот самолет. Он под другим названием. Летает в Китае. Это был основной самолет, которым китайцы воевали в последнее время. Это наш лови. Ну, это все тихо, спокойно. То есть, это первое. Второе, политика должна быть разумная. Меня как-то спросили, какие границы ты хочешь для своего государства? Я говорю, вопрос не... Я сказал, я хочу для своего государства границы, за которые я соглашусь, чтобы мои дети умирали. И ни одного миллиметра больше. Вот когда страна будет думать именно такими понятиями, и не из-за внутриполитических расчетов, делать неразумные действия, которые не приносят никакого нам, нет от этого никакой пользы, кроме внутриполитического успеха короткого того или иного израильского политика, мы должны это изменить. Это не входит в отношении нынешней войны против Ирана. У меня проблем нет. У меня есть проблема тактики, я бы ее вел по-другому. Но цель однозначная. Так а какая цель? В моих глазах Да, другой режим в Иране. не получилось. Есть очень многие вещи, которые не получились, потому что их неграмотно делали. Если делать неграмотно, ничего не получится. А если делать грамотно, то получится. Ну, вы же слышали это же потрясающе. Трамп говорит, мы передали оружие, много оружия, иранцам через каких-то людей. Ну, там потом дописали, что это он имел в виду курдов, да? Передали через курдов оружие, курды открыли, посмотрели, ой, какое классное оружие, и оставили себе. Но я им отомщу, говорит Трамп. То есть, понимаете, какая дуристика на Не, геополитическом уровне? извините, я не знаю, почему, какое оружие можно было передать Ирану через Курд. Единственное оружие, которое было в руках у курдов и есть, это автомат Калашников. Его в иранской армии достаточно. Нет никакого оружия, которое Соединенные Штаты могут передать Ирану. Соединенные Штаты передавали Ирану оружие. И довольно серьезное. И ракеты ПВО через Израиль. Во время войны Ирака с Ираном. Это да. Причем там была одна причина веская, чтобы вы поняли, как работает мировая система. Соединенные Штаты поставляют запчасти для самолетов и оружие Ирану, который кричит «Смерть Америки» во время войны с Ираком. Почему? Это оружие не шло через Пентагон, оно шло через ЦРУ. Деньги шли в ЦРУ, вне американского бюджета, вне контроля Конгресса и Сената. И вот так делается такая мелкая вещь. Поставка вооружений одной из воюющих стран, которая враждебна Соединенным Штатам, из-за ведомственных каких-то... А деньги были нужны американцам очень просто. Для войны в Латинской Америке против сандинистов. А Сенат не разрешил. Так ЦРУ это делало, у ЦРУ другие бюджеты. Курды, все, кто говорили про курдов, они не понимают, о чем они говорят. При всей симпатии к ним, у меня есть немножко, но не очень. Кстати, геноцид армян все знают, правильно? А кто участвовал в нем больше, чем турки? Курды.
Курды вырезали больше армян, чем турки. И деревни стояли рядом. Но сегодня курды и все их вооруженные силы могут выдержать удар иранской армии, ну, может быть, в неделю. Если американцы им помогут, 2. Они в состоянии наступать, у них ничего нет. У них легкое стрелковое вооружение, несколько минометов, ну, несколько джипов. Они не обучены вести наступательные события. Что толку-то от них? То есть все, кто говорили, вот американцы через курдов будут. Что, курды пойдут на Теherан? Пешмерга – это 10 тысяч человек. На чем они пойдут? Тремпами поедут? Яков Васильевич, знаете, такое какое-то гаденькое чувство у меня, как у украинца. Гаденькое. Смотрите, это же просто какой-то, ну, какая-то фантасмагория. Вот мы видели, как Трамп заканчивает очередную войну. Ну, это как бы шутки, это все как бы все смеются. 9-ю, 10-ю, там, 15-ю премию мира, наверное, хочет. Смотрите, Пакистан, Индия, напряжение, да, Афганистан, Пакистан. Мы видим, как вот в этом же кластере, это не Ближний Восток, но в этом же кластере, и на Ближнем Востоке, да, тоже мы видели 12-дневную войну. Даже вот это, то, что там 1,5 месяца. И вы утверждаете, я здесь, наверное, соглашусь с вами, знаете, не потому, что там, не по внутриполитической обстановке, а потому что дураков нет. Ну, дураков нет. Есть только в Украине. Война, которая не привела ни к какому даже недельному перемирию. А на Пасху в прошлом году объявили, и то в одностороннем порядке Путин объявил, а Украина не знала, что с этим делать. Сейчас заблаговременно вышли, сказали, и сегодня повторили, если Россия не будет стрелять, то мы тоже стрелять не будем, потому что Пасха. Да? Сегодня 3-й день Страстной Седмицы по обычаям православным. Это день, считается, день, когда Иуда предал Христа. Вот мне такое ощущение... Я христианство знаю великолепно. То есть, мне такое ощущение, что как бы судьба предала украинский народ, украинцев, россиян тоже. Но почему все войны имеют перемирие, предметные переговоры? Вот даже вчера до последнего, а потом все равно вышли. Сейчас это срывается, ничего страшного. Ну, как бы это дело такое. Но, а в Украине не гугу, от слова совсем. Что так? Я вам немножко поясню. Вот вы упомянули Пакистан и Афганистан, да? А по доктрине безопасности Пакистана основная угроза целостности существования Пакистана не Индия, а Афганистан. Потому что у афганцев, у пуштунов Карачи – это пуштунский город. И Афганистан должен выйти на берег Индийского океана. То есть это не просто капризы чьи-то. Это древняя проблема, которая наполнена и Ближний Восток, и другие страны. А то, что вы говорите, ну это естественно. А почему? Кто заинтересован в перемирии на Украине? Вы? Да. Да. Матери солдат, которые погибают? Да. Солдаты, которые погибают? Да. А власть нет. Это ее не интересует. Ее интересует, как они будут дальше получать поддержку от Европы. А Европы что? Кто-то в Европе думает о украинской жизни. Они думали об этом когда-нибудь? А вообще знают, кто вы такие. Вы для них белые негры, которые отрабатывают то, что они вам сказали. То же самое, как англичане смотрели на индусов. Как они смотрели на ирландцев. Вы что, думаете, ждите уважения от немцев к украинцам? Или, может, от поляков? Пока страна ваша
власть в вашей стране находится в абсолютной зависимости от мелких политиков в Европе, будет то, что они захотят. Вот я уже говорил, Стамбульские соглашения по сравнению с нынешней ситуацией, они были намного лучше. Кто их сорвал? Не Зеленский. Борис. Интеллигентный. Культурный вроде бы человек. Вроде бы умный, Оксфорд закончил. То есть это не вопрос от ума, это вопрос интересов. И на Украине должны понять то же самое, что мы давно уже поняли. До вас никому нет дела. Никто за вас палец не согнет, если ему не выгодно будет. Или, как сказали Ильф и Петров в одноименном романе, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это ваша страна, это ваши дети, это ваши матери. И делайте то, что вам нужно. А не какой-то дури из Эстонии, которая вообще не знает, где что находится. Поэтому мирного соглашения не будет. Оно выгодно тому человеку, этому клоуну, который на посту вашего президента. Ведь на вашей войне, вашей власти, ваши олигархи, ваша армия, они на этом живут. Завтра война закончится. Народ их выбросит к чертовой матери. Кому они будут Если нужны? останется народ. Ну, кто останется? А Европа после этого плюнет в сторону Украины. Пока есть война, вы нужны Европе. Пока у них есть надежда, что через Украину и с помощью Украины можно нанести ущерб России, да. А дальше мирное соглашение, оно будет включать не только Украину, оно будет включать и Европу. А тогда что? Что Украине до Европы? Европе до Украины? В чем перспектива Украины? В долгах? Кто-то будет вкладывать деньги в украинскую промышленность? Самое коррумпированное государство в Европе, одно из самых коррумпированных в мире, это Украина. Европейцы об этом говорят. Никто не вкладывает деньги в коррумпированное государство. Но эта же коррумпированная власть определяет вашу судьбу. И она воюет, зная, что они наносят вам огромный ущерб. Но иначе же они никому не нужны. Поэтому вот я опять-таки возвращаюсь к началу. Почему подписались ночью сегодня соглашения Китай и Соединенные Штаты? Они были заинтересованы. А кто заинтересован в мирном прекращении огня на Украине? Кто? Европа на этом наживается, политики европейские на этом наживаются. Это была их цель в 2014 году. Для этого госпожа Нуланд бегала по Крещатику, раздавая печеньки. Я еще помню, как она по телефону говорила, что Яценюк должен быть главой правительства, а не этот дурак Кличко. Перемешивая свои слова отборным русским матом, который она выучила на русском рыболовном флоте. Как же дух Вы хотели Анкориджа? Подождите. независимости? Вы хотели независимости в 91 году, неважно, возвращай. Вы хотели независимости? Суверенитет. Но вы же его продали. Вы от нее отказались. Да кто за вас будет думать? Еще раз говорю, никому в мире ни до кого нет дела. Погодите, а как же дух Анкориджа? Сегодня... А дух Анкорича, что это такое? Ну вот сегодня очень интересная история продолжилась. Венс в Венгрии.
Я, кстати, поддерживаю вас о том, что нет никому дела. В каком плане поддерживаю? Вот была же шумная история. Помните, когда Зеленский там на совещании говорит, вот этот Орбан, я скину адресок. Ну, как бы угрожал, получается, лидеру другого государства военными. Адресок военным, пускай они с ним поговорят, что он блокирует 90 миллиардов. И вчера это во время там беседы всплыло у Венса. Он там сидел на панели, как бы отвечал на вопросы журналистов, говорит, слушайте, а я и не знал, говорит Венс. То есть мы здесь вот это шумим, перетираем, инкассаторские машины ловят, показывают сегодня там новые свежие данные по этому поводу. Прослушки запускают Сиярта, Лаврова, Орбана, Путина, вот это вот все. То есть мы видим. А Венс говорит, так, ребята, я не в курсе. И вы понимаете, а это же он не в курсе не потому что, а потому что ему плевать. Ну, по большому счету, ему плевать. Он приехал, отбыл номер, говорит, я люблю Орбана. Орбан, голосуй за Орбана. Как бы Украина вмешивается, ой, Украина вмешивается. Но самим фактом приезда он же тоже вмешивается в выборы. Это же митинг-концерт в честь Орбана. И он это прекрасно понимает, как должностное лицо, но тем не менее. И так вот он сегодня говорит о том, что сейчас вопрос Украины, вот в его глазах, это несколько там десятков квадратных километров, господи. Ну вот что там? А нужно класть сотни жизней за вот эти квадратные километры. Давайте уже, ну то есть закончим. Это нам говорит о понимании глубин американцами того, что происходит в Украине, и бесперспективности, получается, решения этого вопроса. Ну, во-первых, надо понимать, что такое американцы. Какое место занимает в умах американцев, в соответствии с этим американской политикой, внешнеполитические проблемы? Не более 3-5%. Американцы не знают и не понимают все, что находится за их границей. Вы знаете, сколько американцев никогда не бывали в Вашингтоне? Куда они ездят в отпуск? В Мексику. Вот они знают, да, они были в Мексике. Они не знают, что такое Мексика, и не понимают. У американцев нет понятия. У любых, на любом уровне. И сколько раз я работал, был в Соединенных Штатах и был в State Department, и разговаривал со всеми. Такая чудовищная безграмотность в отношении того, что происходит в мире. То есть это естественно для Ванса, как это для Трампа. Он не понимает, о чем речь. Соединенные Штаты создавались не так, как другие страны, под угрозой и отстаивая свою землю, и борясь за свою независимость. Не было такого никогда. За всю историю Соединенных Штатов никто им никогда не угрожал. Никто не угрожал территории Соединенных Штатов. Никто не пытался отобрать территорию Соединенных Штатов. Соединенные Штаты – да. Поэтому они не понимают то, о чем вы говорите. А какая разница, 100 километров туда, 100 километров туда? А в чем там дело вообще-то? Ну что вам? Ну, а потом обычный вопрос. Как американцы создавали свое государство? М? Подкупая индейцев. А вы для них индейцы? А вопрос дальше, за какие конфеты у вас можно купить то, что им надо? А если им ничего не надо, так они не понимают, а что для вас? Они понимают, что для Украины Киев и что для России Киев. Они не понимают, что такое для Одесса для России или Херсон. И они не понимают, а что такое Карпаты для вас? И вообще, почему Карпаты должны быть на Украине? То есть эти вещи, они за пределами интеллигент мира американцев. Анкоридж, в чем смысл был Анкоридж? Анкоридж был посвящен не Украине. Анкоридж посвящен
решению Трампа установить новые глобальные отношения с Россией. Потому что Соединенные Штаты, когда они смотрят на Россию, они видят, и тут Трамп не то, что он открыл Америку, но у него практически... Какая у Соединенных Штатов проблема с Россией? Стратегическое ядерное оружие. И все. А у нее проблема с Китаем. Российская экономика, это не китайская, она в этом отношении не угрожает. А угрожает ли Россия Соединенным Штатам? Нет. Это оценка всего американского сообщества, ну, кроме политиков. Так он говорит, хорошо. Я должен провести отношения так, чтобы избежать военного конфликта с Россией, потому что у них в этой области стратегическое превосходство. И мы от этого ничего не выиграем. А с экономической точки зрения, он говорит, Россия меня не угрожает. Китай, да. И поэтому он хочет установить с Россией отношения, которые не приведут, не дай бог, к военному обострению. А дальше он говорит, ну, страна большая, территория большая. Может, найдем, что куда вкладывать. Он же про Украину тоже говорил. Но про Украину он говорил глупости, потому что он ничего не понимает ни в геологии, ни в чем. Украина среди богатств Украины недра никогда не фигурировали. Ну, так бы Господь Бог распорядился. Я помню, когда был в Драгобыче, возле Драгобыча там были какие-то нефтяные вышки. Ну, хорошо. То есть, опять-таки, то, с чего мы начали, идет огромная глобальная игра между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. У каждого есть свои преимущества, у каждого есть свои недостатки. А все другие государства, пешки там, и Украина, и Израиль, и Венгрия. Американцы что, разбираются в Израиле, они понимают наши проблемы? Евангелисты там только молятся, они свой подход, и все. То есть таков мир. Не надо быть наивными, как институтки, как наивные девочки 15 лет, которые верят во все хорошее и в добрые намерения, а потом оказываются в публичном доме. Мир очень жестокий, он так строился. И поэтому в отношении любой страны надо ее понять, ее цели, ее структуру, еще что. Орбан, он отстаивает Венгрию. Он считает, что в Восточной Европе наиболее достойное государство – это Венгрия, не Польша. Когда он смотрит, особенно когда он смотрит на Румынию, что он видит? Тимишвару. Это его интересует. Когда он смотрит на Украину, что он видит? Мукачев. Да? Он мадьяр, он венгр. Он говорит, меня интересует Венгрия и венгры. И если у меня есть возможность быть суверенным, насколько возможно, таким бы я и буду. Нельзя забывать историю Венгрии. Она же была частью Австро-Венгерской империи. Одной из самых сильных в мире. И очень много унаследовали от политического устройства Австро-Венгрии. Но они были... Они и венгры, и все. А Германии же тогда не было. Германии не было до Бисмарка. Что было? Какая-то Франция? Австро-Венгрия смотрела на Францию с вожделением. На Мулен-Руж, да. Венгрия была частью одной из самых богатых, самых развитых, самых влиятельных, самых культурных империй в Европе.
Вена была, не Париж. И венгры это унаследовали. И тот, кто приезжает, я был и в Австрии, я был в Будапеште. Я сказал, я приехал в Будапешт, говорю, как они напоминают Вену. Поэтому Орбан такой. Меня как-то учил мой босс на службе. Я еще не был опытный на Ближнем Востоке. Он говорит, вот чем отличаются турки и иранцы от арабов? В Турции была империя. 700 лет. У них имперский взгляд на все. Они были империей. У арабов не было. Поэтому он говорит, всегда имперский народ отличается от народов, у которых не было империи. Это на уровне политической генетики. И Венгрия была часть империи. И в этом причина. А Словакия не была частью империи. Словакия была частью, которую причислили к Чехии, которая была частью Австро-Венгерской империи. И единственное достижение, что Фердинанд, которого убили, был женат на чешке. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования, перейдем к вашим вопросам, очень интересно, и спасибо большое, что смотрите, пожалуйста, поставьте лайк, и если смотрите в записи, тоже к вам обращаюсь. Значит, вот такие у нас сегодня итоги. По поводу, что думаете по поводу перемирия? Чем закончится перемирие с Ираном? 11% перерастет в полноценный мир, 18% продлят раз, два, ну а там посмотрим. 28% закончится и снова в бой, имеется в виду 2 недели вот эти закончатся, а потом опять война. И 43% большинство считается, что сорвется окончательно, уже почти сорвано. Ну, то есть не верят в это перемирие люди. Будет война, считают. Почему? Вы правильно сказали. Ответ на того, что вы сказали. Не верят. Вера – понятие иррациональное. Вера – понятие иррациональное. И люди не умеют думать, они умеют чувствовать. И они не верят. Верую я в это, и все. Вот чувствую нутром, что так должно быть. Так мне хочется. А люди не умеют, не обученные анализировать, думать. Это не результат мысли. Это результат симпатии, всего что угодно. И частично то, что они знают очень мало. А то, что они знают, 90% лжи или пропаганды. Везде. Поэтому вопросы такие, они чисто этнографическое значение имеют. Они ничего не определяют. Нет, ну смотрите, а как можно вообще, вот вы говорите, люди не верят, там, верят, не верят. Так погодите, а как можно вообще, о чем можно знать, когда вот Reuters публикует информацию, что инвесторы сделали 950 миллионов долларов ставку на падение цены на нефть за 2 часа, когда Трамп отказался уничтожать цивилизацию Иран. Ну, то есть, классно же. То есть мы опять, то есть, ладно, один раз, это, может, случайность, так получилось, да, когда там прыгнула цена на фондах, и кто-то заработал, тоже за 2 часа. Сейчас одинаково происходит. То есть, понимаете, это какая-то... Как можно верить вот этой политике, когда все на фондах, на фьючерсах, на каких-то, скажем так, спекулятивных капиталах держится? А вот скажите, вот посмотрите на вашу страну. Выборы, которые были, кроме обычной коррупции, подкупа, я это знал отлично и видел. А как получалось? Выбрали вы его, а потом вы от него плюетесь. Я не имею в виду этого последнего клоуна. А что было с Ющенко? А после Ющенко? А это дама с косой? Ну, дама с косой не была президентом, но я понимаю, о Нет, чем вы ну говорите. Да. ее
Я имею в виду не только президента, а те, которые были, так сказать, видными фигурами на политической арене. Подельница Лазаренко. А Лазаренко что это такое? Урка? Главарь Днепропетровской мафии? Могу перечислить. Я их всех знал. Всю политическую, так сказать, элиту Украины. И народ сегодня ему задолбали мозги, вот это, вот за этого пойдем. А завтра, ах, сволочь, за другого. А в Европе что, по-другому? То же самое. И говорят, вот европейцы, интеллигентный народ. У них более древние традиции государственной мысли. Они в состоянии выбрать кого-нибудь нормального? Смотрите, Англия, Великобритания. Вроде бы родина парламентаризма. Смотрите, какая чехарда там. Какие уроды приходят к власти. Какие недоумки. А народ их выбирает. Ну, потому что вот выбирают по вере или по чувствам, или по настроению. А настроение у народа меняется. Потому что в отношении народа говорят, а что народ хочет? А я это еще помню с детства. А народ хочет, чтобы у него все было, и ему за это ничего не было. Это да, даже тост такой есть. Друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Яков Иосифович, режим Блиц, чтобы больше вопросов пропустить, да, через наш прямой эфир, через эту сессию ответов на вопросы. Поэтому по возможности лаконично. Вопросов действительно много. Они все есть такие едкие, есть такие... Ну, разные есть вопросы. Очень интересно. Поехали. Из клуба зрителей Шелест, закрытое сообщество в Телеграм-канале. Спасибо, что поддерживаете, присоединяйтесь, общаетесь в Телеграме. Начнем с него, потом сообщество YouTube и чат трансляции. Анна спрашивает. Яков Иосифович, вы мудрый человек. Скажите, пожалуйста, по-честному, у вас уже промелькнула мысль о том, куда выехать из Израиля? Ведь уже при любой администрации США Израиль теряет поддержку Америки. Это конец Израилю, так ведь? И почему вы не говорите о репутационных потерях США? Потери-то серьезные. Спасибо вам и Александру за эфир. Меня интересует моя страна, ни одна другая страна в мире. Я могу оценивать то или другое. Во-вторых, я для того, чтобы жить в Израиле, добиться моего права жить в Израиле в одиночку, стал против всего Советского Союза. И для меня жизнь в Израиле – это не иммиграция. Я не ехал, не уезжал из Советского Союза, я ехал в Израиль. Сказал, ни одной другой страны у меня нет и не будет. Поэтому мне не важно, что будет. Мне очень важно, что будет в моей стране. Но для меня это больше кощунство перейти в другую веру. За плату уезжать в другую страну. Родину не выбирают. Угу, дальше. Человека по отношению к родине – это не торговая сделка. Дмитрий спрашивает, каких блогеров-журналистов вы смотрите, любите, и смотрите ли вообще кого-то, к чьему мнению прислушиваетесь? Блогеров не смотрю, они меня не интересуют, потому что у них не хватает ни образования, ни знаний, ни навыков. И их интересы заработать. Поехали, сообщество YouTube. С какой целью Европа продолжает поддерживать Украину и эскалировать? Ведь стало ясно, что Украина выиграть точно не сможет. А с каждым днем ее положение хуже и меньше солдат, земли, инфраструктуры, в то время как Россия, особенно СВО, не чувствует. Но в чем интерес игры Европы здесь? Призрачная надежда черного лебедя или просто стрёмно менять курс? Или просто оружейное лобби лоббирует правильные карманы? Александр интересуется. Европа никогда не интересовалась Украиной. Украина стала ее интересовать, когда появилась возможность и вероятность. А на это указывал еще Дзержинский.
превратить Украину в антироссию. И поэтому она ее поддерживает и использует, пока в Европе считают, что можно использовать Украину, чтобы нанести ущерб российским интересам. Даже если сейчас все больше и больше убеждаются, что их иллюзии, что может Украина победить Россию, оказались иллюзиями. Ну, хотя бы по мелкому нагадить. А по-другому они не могут. Они завязали эту политику. А если сейчас ее остановить, народ их спросит, а чего вы влезли в это болото? Зачем? А нам-то это зачем? Какое отношение Португалия или Испания или Ирландия? Какое им дело до отношений между Украиной и Россией? Так, следующий вопрос. Значит, вот такого характера. Валерий интересуется, почему израильская общественность не давит на Зеленского в плане остановки войны? УПЦ, беззаконных действий ТЦК, ведь его национальная идентичность может сыграть плохую роль в отношении ко всему народу. Как в общем относиться, как в общем относится население Израиля к Зеленскому? Кроме представителей российской оппозиции. И тем, кому пробывала мозги либерастическая пропаганда, а им наплевать на Зеленского. А кто он такой? В отличие от других, от того, что еврей стоит во главе какого-то государства, мы в восторг не принимаем, не ходим. Я еще помню, канцлер Австрии Крайский, его встречу с Голубем, мы относимся к евреям в международной политике в лучшем случае нейтрально. Мы за то, чтобы евреи жили в своем государстве. То есть те, кто создавали эту страну, те, кто ее ставил. От того, что какой-то еврей находится в другой стране, и он занимает те или иные посты. А Израиль тут какое дело? Мы не нуждаемся в их славе, чтобы утвердиться. У нас богатая история. Мы больше другими. И поэтому даже великие деятели в мире, начиная от Карла Маркса и кончая Альбертом Эйнштейном, да, ну, хорошо, умный еврей. Но нас то, что еврей умный, не удивляет. Еврей дурак нас удивляет. Очень удивляет. Да? Особенно украинцев. Ну, потому что я уже говорил много раз. Первое, когда я приехал в Израиль в 69 году, один, родители были в Москве. Первое письмо, которое я им написал. Какой идиот сказал, что евреи умный народ? Так, Антон задает вопрос. Яков Иосифович, вы согласны с мнением, что после войны с Ираном на смену экономическим и политическим союзам в мире придут военные союзы как наиболее эффективные? Как скоро Украина присоединится к военному союзу России и Беларуси? Я не думаю, что придут военные союзы. Все военные союзы, которые были заключены, они распадаются. Я не говорю о Варшавском договоре, это уже все известно. Но НАТО тоже распадается. Я что-то не вижу на горизонте никаких военных союзов. Я вообще никаких союзов не вижу. Потому что обязательства, которые накладывают те союзы, начиная от Европейского союза, они ограничивают свободу развития каждого отдельного государства. Поэтому государства идут к более уравновешенному миру, и соглашения будут не в рамках союза, а, как говорят, билатеральные, двойные, а исходя из наших интересов. А военных союзов не будет. И потом еще одна проблема. Люди этого не знают и не понимают. Война очень, очень дорогая вещь.
И чтобы воевать, надо иметь много денег. Тот, у кого денег нет, пусть не воюет. Переломает хребет своей стране. Так, вот такой вопрос. Вкусит ли теперь Трамп всю прелесть перемирия, заключенного двумя сторонами процесса, в который вовлечены не только лишь два субъекта, а многие, и которого он добивался между Россией и Украиной? На своей шкуре, так сказать, почувствует, что будет означать это перемирие? Я так понимаю, Петр задает этот вопрос. Есть такое классическое, вы только что его там о нем упоминали, а нас за что, да? А есть еще, а нахиба это все было? Зачем это нужно все было? И сейчас на Трампа полетят многие шишки. Нет. Вот что Трамп сказал, когда он говорил о перемирии? Теперь мы можем восстановить Иран. Я еще раз говорю, Иран понес ущерб $1 000 000. Кто будет? Кто даст деньги Ирану, чтобы восстанавливать страну, ее инфраструктуру? И до этого, до этой войны, без этой войны, перебои с электричеством, перебои с водой в Теherане, в столице. Иран нуждается в огромных капиталовложениях. А кто кто их будет вкладывать? Китай? Только Соединенные Штаты. А за Соединенными Штатами Европа. Иран интересовал Соединенные Штаты еще 30 лет назад, 40 лет назад, чтобы перекрыть энергоносители Китаю. Сейчас у него после этой войны будут огромные материальные возможности. А это то, что интересует иранцев. Народ, 80 миллионов. Ну, те, которые молятся, пусть молятся. Но и те, которые молятся, им деньги нужны. Им кушать хочется. Они хотят жить так же, как жили. Я знаю, как жили иранцы до того, как эти аятоллы очумелые захватили власть. Поэтому Америка только выиграет от этого. И еще второй вопрос. Вот арабские страны. Арабы не любят персов. Они чувствуют со стороны их угрозы. А кто их защитит? Кто их защитит завтра от иранской угрозы? Она для них реальная. Тем более сегодня. Только Соединенные Штаты. Больше ни у кого нет возможности. Китай их не защитит. Китай и Иран не смог защитить. А у Ирана то же самое. После этой войны, ну, кроме хуситов и Хизбаллы и Хамаса, а реальную поддержку от кого Иран получил? Ни от кого. Переносимся в чат трансляции. Вопросы онлайн, пожалуйста, пишите сюда. Значит, вопрос. Правда ли, что в событиях на Майдане в Киеве принимало участие около 100 сотрудников спецслужб Израиля? Что вы об этом знаете? Абсолютная ложь, такая же, как и ложь о том, что в 1993 году в штурме Белого дома участвовал израильский спецназ, причем под моим командованием. Ну, в России многие в это верят и все время вспоминают. Ну, вы понимаете, люди не понимают, у спецслужб, у разведслужб основная проблема – это организационная, финансовая. Их не хватает. Ни денег, ничего. Поэтому такое государство, как мы, распылять силы, условия людей, тратить их на Майдан. А нам-то зачем Майдан? А мы-то какое отношение имеем к этому? Ну хорошо, Голда родилась в Киеве, отлично. Прибили там доску на том доме на Подоле и все. А больше нас ничего не интересует. Да, мы
вкладываем огромные силы, и материальные, и человеческие, лучшие, но в те страны, которые нам угрожают. Вот в Иран, арабские страны, больше, меньше. Но кроме этого нас никто не интересует и не будут разбазаривать. Мы не мировая держава. У нас достаточно проблем возле нашего дома, чтобы распылять спецслужбы самой дорогой материал чисто человеческой на какие-то авантюры, которые нам ничего не дают. Нас это не интересует. Почему, Дима спрашивает, почему с Россией США считаются по ядерному вопросу, в том же Анкоридже, по словам, скажем так, а с Китаем война по экономическим вопросам, а Китай со своими технологическими прорывами не может достигнуть того же результата в плане, я так понимаю, ядерной истории, того, чтобы с ними американцы сидели и считались. Надо знать историю Китая. Китай никогда, в отличие от европейских стран, не хотел захватывать другие страны и другие колонии. Он хотел от них отгородиться. Чтобы эти варвары, которые живут вне Китая, не испортили китайскую цивилизацию. Во-вторых, Китаю нужны военные силы для того, чтобы защищаться от угроз, но не больше. Китай – это торговая нация, это технологичная нация. Они настолько уверены в своих силах, что они говорят, а зачем нам? Мы их так все равно подчиним себе, а Китай всегда вне Китая что интересовало? Торговля. Мы всегда заработаем на этом больше. А зачем нам их захватывать? Это китайская философия. И Китай отличается от многих народов тем, что у него национальное сознание не менялось. От Конфуция до Сунь Яцена и Мао Цзэдуна это единая политическая национальная концепция. У них нет такой проблемы. Спрашивают, а что такое китаец и как это выражать? Он вообще не поймет такого вопроса. Значит, Оксана интересуется. Израиль почти 20 лет тратил почти 20% ВВП на военные расходы. США в Вьетнаме и Афганистане 20 лет тратили 8% ВВП. С чего, во время кампании этих, с чего Европа вдруг взяла, что Россия, тратя 6% ВВП 4 года, вот-вот развалится? Во-первых, с чего Европа взяла? Европа же никогда не понимала Россию. Никогда. А в Израиле никогда не было 20% ВВП на военные нужды. Даже сегодня. Мы не тратили столько. Мы тратили 5-7%. 8%. Ну, не больше. Сколько тратили американцы, это их проблема. Я не помню сейчас в процентах. Но я как-то сказал 2 года назад на одной дискуссии, я сказал, для того, чтобы удержаться на плаву, американский военный бюджет должен быть $1,5 триллиона. Я не скажу, что Трамп меня услышал. Просто это реальная оценка. Или сокращайте армию, или сокращайте базы. Так что просто данные не те. Вопрос... Европа, почему она тратила столько? А почему Россия тратила столько? А Европа думала, что она под американским крылышком может тратить меньше, пусть американцы тратят, а они будут на этом зарабатывать. Пришел Трамп и сказал «баста». Значит, вопрос то ли шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Яков Кедми, вы пользовались услугами Эпштейна?
Если вы имеете в виду сексуальные, то ни Эпштейна, ни ему подобных никогда. А другие? Он же Я финансист, по-моему. справляюсь. А во-вторых, я всю жизнь был на службе. И дело в том, что служба должна была делать. Эпштейн не входил в мою географию и в то, что происходит. Он меня не интересовал. А зачем мне заниматься вещами, которые меня не интересуют? Эпштейн, коллега Якову Кедми? Не дай бог. Эпштейн – спекулянт, авантюрист, сутенер, мошенник. У меня таких коллег не было. У нас друзей не было. Нет, я не про друзей. Я о том, что он агент израильских спецслужб. Нет, зачем? А что он мог нам дать? Во-первых. Во-вторых, опять-таки, люди могут смеяться, не смеяться, но я это знаю, и я спрашивал это каждого премьера, с которым я работал. А я работал только подчиняясь премьеру-министру. И по нашим законам. Вербовка и оперативная работа на территории Соединенных Штатов израильским спецслужбам запрещена. Сергей, как вы оцениваете связь Зеленского с падшей, но амбициозной империей Британией? Высокая или слишком преувеличенная СМИ? Есть ли у Зеленского обязательства перед монархией и зачем ему эта связь? А у него связь проститутки с тем, кто ей больше платит. У меня еще, я должен сейчас заканчивать, потому что у меня в 7 часов я должен закончить. Да-да, конечно. Извините. В следующий раз мы можем продолжить. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Да, вот 1,5 часа мы практически в эфире. Спасибо большое, что свои вопросы оставляете. Интересно с вами общаться. Пишите в комментариях, что думаете. Яков Осипович, спасибо за время и мысли. Спасибо и успехов вам. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся. Счастливо.